最在意的，或许都萧炎哥哥，有轩儿在，谁敢动我便杀身。Отношения Сяо Яня и королевы Медузы – это очень сложный вопрос, и он касается также Гу Сюнэр. Как она отреагирует, впервые узнав о Цайлинь и ребенке? А знает ли она вообще об этом? Давайте рассмотрим подробнее. А вначале попрошу вас поставить лайк, подписаться на этот YouTube канал и мой официальный телеграм Киномикс. Гу Сюнэр много времени провела в клане Гу. После событий в Академии Дзянань и расставания с Ся Янем, она стала еще сильнее. На каком уровне сейчас Гу Сюнэр? Почтенный воин 9 звезд на пике. В ее возрасте это действительно отличные результаты. Однако Ся Янь постепенно ее догоняет. Разрыв между ними все сокращается. Но это не все. Гу Сюнэр усиленно тренировалась не просто так. Клан намеревался привести всех из клана Сяо в область Гу, но Сюнэр все это время защищала клан Сяо, и чтобы предоставить им достаточно времени, стала своего рода затворницей. Клан Гу высоко ценит силу и родословную. Чем чище родословная, тем больше вес слов. Гу Сюнэр постоянно уходила от людей, чтобы усиленно тренироваться в эти годы. Глядя на ее успехи, старейшины были склонны прислушиваться к ней, поэтому ее слова становились все весомее. Процесс был трудным. К счастью, Гу Сюнэр справилась, и на сегодняшний день при встрече старейшины первыми здороваются с ней из уважения к ее успехам. Как итог, Сюнэр сумела убедить клан Гу не нападать на клан Сяо. А вот сейчас мы рассмотрим, знает ли Гу Сюнэр об отношениях Сяо Яня и Цайлинь. Состоялся крайне интересный разговор Сюнэр и Сяо Исянь. Они стояли вдвоем среди ночной тишины. Сяо Исянь заметила, что за силу всегда приходится платить. Сюнэр с грустью согласилась. Между ними было невидимое понимание и уважение. Сюнэр поблагодарила ее за поддержку и заботу о Сяо Яне. Та лишь слегка улыбнулась и призналась, что помогает не ради благодарности, а по собственной воле. И хотя в ее голосе звучала печаль, она не стремилась ничего менять. Разговор коснулся и личных тем, того, что касается одного человека, не безразличного Сяо Янь. Сяо Исянь пыталась намекнуть Сюнэр о чувствах и ситуации с Цайлинь, но оказалось, что та все давно знала. Как? Неужели Гу Сюнэр знает правду? Да, все именно так. Вот буквальный разговор между Сяо Исянь и Гу Сюнэр наедине. Мне кажется, что ты должна знать некоторые вещи, связанные с Сяо Янем. Ты о чем? Не поняла Сюнэр. Сяо Исянь несколько замешкалась и ничего не сказала. Имеешь в виду Медузу или Цайлинь? Сюнэр подняла голову и посмотрела в звездное небо. Значит, ты знаешь об этом. Вздохнула Сяо Исянь. Тогда почему с ним ведешь себя так, будто ни о чем не знаешь и не догадываешься? Почему ты ведешь себя так перед ним? Тебе с твоей репутацией надо просто открыть рот, и проблема будет решена. И что, я должна прыгать от ярости и заставлять его убить Цайлинь? Хмыкнула Сюнэр. Она вздохнула. Вообще-то у меня болит голова из-за этого вопроса. Ребята, я тут недавно наткнулся на один интересный проект и реально захотел с вами поделиться. Это площадка PSF, где можно покупать цифровые товары по реально классным ценам. Тут можно взять все, от игровых ключей и валюты до карт пополнения на Steam, Xbox, PSN и другие сервисы. И самое крутое, ты сам выбираешь продавца по рейтингу и цене. Например, через них очень легко пополнять себе Steam или взять карты пополнения кошелька PSN по выгодной цене, реально дешевле, чем в самом магазине. Просто покупаешь карту, активируешь код в аккаунте и получаешь нужную сумму на баланс. А удобные методы оплаты сделают покупку не только выгодной, но и максимально простой и безопасной, так как PSF официальный партнер Т-банка. И да, у меня для вас есть промокод Киномикс, дающий скидку 2% на любую покупку. Просто выберите товар, установите фильтр по цене или популярности, и реально можно найти самое выгодное предложение. Ссылку оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Туда же кину паблик и PSF. Не пропустите. Другие люди только и надеются, что я оставлю его и даже буду ненавидеть за это. Но для меня это невозможно. Так почему я должна страдать? Я жду, когда он первым поднимет этот вопрос. Тогда я смогу наказать его, убедив, что непостоянных в сердечных делах людей
ожидает грустный конец. Сяо Исянь ничего не могла возразить на эти слова Сюнэр. Та выглядела как разгневанная жена, увидевшая своего мужа с другой женщиной. Да, как видим, Гу Сюнэр знает о Цайлинь и Сяо Яне, но предпочитает сама не поднимать этот вопрос и ждет, когда Сяо Янь все расскажет. Довольно благоразумно с ее стороны, ведь, как мы знаем, в итоге, согласно оригиналу, Сяо Янь будет иметь две жены, и Гу Сюнэр, и королеву Медузу. Все-таки им придется научиться как-то ладить. А что вы думаете о таких сложных отношениях Сяо Яня? На следующий день начиналась церемония. Сюнэр повела группу Сяо Яня к центральной арене. Слабый смех раздался со стороны, и перед ними появился старик с руками за спиной, Мань Тяньчи. Это был тот самый старик, которого Сяо Янь встретил в пустом пространстве бассейна молний, а попросила называть его директором. Сяо Янь выпучил в изумлении глаза. «Вы директор Академии Дзянань?» Сяо Янь замешкался, а старик вдруг рассмеялся. Он протянул руку и сжал плечо Сяо Яня. «Неплохо. Су Цянь наконец научил достойного студента». Мань Тяньчи был доволен силой Сяо Яня. Сначала он не узнал его в бассейне молний. Вернувшись и подумав, Мань Тяньчи наконец вспомнил имя Сяо Янь, ведь Су Цянь неоднократно рассказывал о нем в письмах. Мань Тяньчи даже пообещал, что как студенту Академии Дзянань будет оказывать ему любую поддержку. Ну а далее нас ожидает очень зрелищный и эпичный бой с четвертым генералом Гу Яо. Как все было, мы рассмотрели в предыдущем видео на канале. Но вот еще парочка интересных подробностей. Во время этого боя Сяо Янь впервые применит драконью броню, полученную от Цзэянь. Гу Яо направил яростный удар в сторону Сяо Яня, но тот позволил приблизиться. Одежда Сяо Яня разлетелась и послышался звон. Только некоторые эксперты с острым взглядом сумели заметить, как его тело покрылось фиолетово-золотой чешуей. Атака Гу Яо оказалась полностью бесполезной. Это был покров племени древних драконов пустоты. Среди зрителей было много опытных экспертов, поэтому они сразу опознали происхождение чешуйчатой брони Сяо Яня. Никто не ожидал, что защита древних драконов пустоты появится на теле парня. Представьте, с этой броней дракона и Феникса Сяо Янь выдержал прямую атаку почтенного воина 8 звезд. Гу Яо был измотан использованием доуци, а Сяо Янь, просто приняв удар доспехами дракона, смог без проблем продолжать бой. Все решилось лотосом уничтожения 4 цветов. Гу Яо признал поражение. Весь стадион смолк. Члены клана Гу просто не могли поверить. Гу Яо считался сильнейшим в молодом поколении клана Гу. Однако даже он потерпел поражение от человека из ослабевшего клана Сяо. Командиры, включая Лин Цюаня и их товарищи, раскрыли рты, испытывая потрясение. Подобный конец они явно не ожидали. Сяо Янь необычный человек. Гу Яо и близко не испытал того, через что он прошел. Я не удивлен, что он одержал верх. Вам всем не стоит его провоцировать в дальнейшем, иначе вы лишь опозорите себя, сказал первый командир Гу Джень. К слову, он хорошо отнесся к Сяо Яню в самом начале, и еще на пути в царство Гу они поладили. А за битвой со стороны наблюдали и остальные 3 генералов, что являлись первыми 3 генералами и были еще сильнее, чем 4-й генерал Гу Яо. Они признали силу Сяо Яня и даже прикинули, чем закончился бы бой, будь они на месте Гу Яо. Если бы он был почтенным воином 8 звезд, даже мы оба не сумели бы с ним справиться. Да, Сяо Янь неплохо покажет себя в царстве Гу. Действительно интересное событие. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.